Привет! В этом видео я вам покажу, как мы можем без знаний кода подключить к своему Telegram-боту искусственный интеллект и использовать его для разных задач. Например, это будет ваш ИИ-продавец, который будет предлагать ваши товары или услуги. Может быть, это будет ваш ИИ-помощник, ИИ-ассистент, ИИ-репетитор, эксперт, неважно. То есть, как вы настроите своего ИИ-телеграм-бота теми задачами, соответственно, те задачи он и будет выполнять. Значит, я вам покажу это на примере сервиса N8N. Почему сервис N8N? Во-первых, он сегодня нереально популярен. Во-вторых, он прост. То есть даже новичок без знаний программирования. Например, я вообще ни капли не программист, но при этом я легко создаю своих и телеграм-ботов, либо и ассистентов, и агентов, и продавцов, используя сервис N8N. Ну и в-третьих, его можно использовать бесплатно, если развернуть, соответственно, на своем сервере. Обязательно посмотрите, если вы только сейчас начинаете знакомиться с сервисом N8N, после просмотра этого урока перейдите на мой YouTube канал и посмотрите все видео, которые сейчас есть в плейлисте N8N. И вы подробно сможете узнать, как создать себе полноценного ИИ-продавца, как создать себе полноценного ИИ-ассистента, ИИ-помощника для определенных задач. Или того самого ИИ-эксперта, который будет помогать вам в ежедневных рутинных делах. Ну и, конечно, я вам покажу, как вы можете использовать сервис N8N бесплатно, используя свой собственный сервер. Поехали! Процесс подключения искусственного интеллекта к своему Telegram-боту, он не сложен. То есть мы буквально в несколько шагов в сервисе N8N можем создать своего Telegram-бота. Например, посмотрите, как это реализовано у меня в главном AI-ассистенте. То есть это процесс запуска главного AI-ассистента. То есть мой главный AI-ассистент, он подключен именно к Telegram. Почему? Потому что с Telegram мне удобно взаимодействовать. Я могу отправить ему сообщение, и он выполнит ту задачу, которая мне необходима. Например, провести анализ TikTok, провести анализ Instagram, провести анализ YouTube, забить что-то, какие-то данные в календарь, ответить на вопрос, отправить кому-то электронное письмо, забить данные в таблицу. То есть он умеет выполнять большое количество задач. Если же это AI-продавец, то у него еще подключена база знаний, на основе которых, база знаний и регламентов, на основе которой он будет отвечать, соответственно, моим потенциальным либо моим клиентам. Это удобно и создается буквально там несколько кликов через сервис N8N. Значит, смотрите, что нам нужно для того, чтобы создать себе Telegram-бота с подключенным искусственным интеллектом. Первое, нам нужен Telegram-бот. Второе, нам нужен искусственный интеллект. Как это сделать? Во-первых, мы выбираем, что будет являться триггером. То есть триггер — это запуск того процесса, который нам необходим в Telegram. Обычно мы используем Telegram и используем OnMessage. То есть, когда кто-то будет писать нашему Telegram-боту, он тут же активируется и начнет, соответственно, работать и взаимодействовать. То есть, начнет отправлять запрос уже непосредственно искусственному интеллекту. ChatGPT, Claude, DeepSeek, неважно. Значит, смотрите, мы создали триггер, называется он Telegram триггер. Все шаблоны, которые я создаю, либо которые есть у нас, вот, например, шаблон и продавца, и ассистента, различные другие шаблоны, у нас есть в нашем Telegram канале. Ссылка на канал находится под этим видео. То есть вы переходите, попадаете к боту, и он вам подробно рассказывает, как вы можете скачать и получить те шаблоны, которые я в этом видео, либо в других своих видео создаю. То есть у нас сейчас уже формируется большая база шаблонов для сервиса N8N, которые вам не нужно просто самостоятельно создавать. Например, процесс создания продавца, он достаточно трудный, то есть долгий. Процесс создания TikTok агента, либо Instagram агента, он тоже достаточно большой, длинный. И чтобы вам это все не создавать, вы можете просто загрузить в сервис N8N готовый наш шаблон и использовать его для решения каких-то своих задач. На мой взгляд, это очень удобно. Смотрите, мы создали Telegram триггер. То есть Telegram триггер — это то, что когда мы что-то пишем в Telegram. Дальше нам нужно, чтобы этот Telegram триггер отправил запрос непосредственно в наш искусственный интеллект. Для этого мы выбираем Advanced AI и выбираем AI-агент. То есть все. Грубо говоря, мы сейчас построили базово шаблон для для подключения к своему Telegram-боту, но, правда, мы еще не создали своего Telegram-бота к искусственному интеллекту. Ну и дальше у нас должен быть выход, то есть у нас должен быть ответ от AI-агента, который мы хотим получить для себя в качестве ответа. Значит, мы выбираем
send a text message, и все. То есть сейчас как выглядит наш запрос. То есть у нас появляется какой-то запрос в нашем Telegram. То есть кто-то что-то пишет, либо сейчас мы сами будем писать. А он этот запрос отправляет AI-агенту. AI-агент этот запрос обрабатывает и отправляет на выход нам тот самый ответ. То есть, грубо говоря, создание AI-агента с помощью и подключение его к своему Telegram-боту, он выглядит вот таким вот образом. Простой AI-агент. Конечно, мы его сейчас будем улучшать, усиливать, модернизировать, делать разные штуки, которые помогут человеку, который будет обращаться к этому AI-агенту, сразу понять, что это, не сразу понять, что это AI-агент, как будто бы это настоящий живой человек. Значит, смотрите, у нас появились такие восклицательные знаки. Что это значит? Это значит, что сейчас весь этот процесс, он еще не готов. Во-первых, нам необходимо прикрутить сюда своего Telegram-бота, который мы собираемся использовать. Для этого мы заходим в Telegram, для этого мы заходим к Create New, создать новый аккаунт Telegram, и сюда нам надо ввести токен нашего Telegram-бота, которого мы хотим сюда привязать. Для этого нам необходимо для начала создать этого Telegram-бота, либо если у нас уже есть созданный Telegram-бот, нам необходимо взять и добавить сюда его токен. Смотрите, значит, нам необходимо найти в Telegram бот Phaser. Бот Phaser — это системный бот от Telegram, с помощью которого мы можем создавать новых ботов. Для этого нам необходимо ввести в команду в бот Phaser new bot. Все, нам необходимо сейчас ввести название нашего бота. Но давайте я пропишу его как AI-тест Зуевич. Отлично. Теперь нам необходимо ввести ссылку на этого бота. Для того, чтобы ввести ссылку на этого бота, в конце обязательно должен быть именно слово бот. AI Зуевич бот. Все, отлично. Сейчас мы получили тот самый API токен, API ключ для того, чтобы ввести и добавить этот API токен, API ключ в нашу систему N8N. Мы можем перейти на свой этот Telegram бот, начать с ним взаимодействовать и посмотрим, что здесь еще нет никаких ответов, соответственно, от этого Telegram бота. Значит, возвращаемся обратно, копируем тот самый ключ и добавляем этот ключ в наш сервис N8N. Добавляем сюда этот ключ, нажимаем Save, и теперь все. У нас появился Telegram аккаунт. Давайте я его здесь переименую. Для того, чтобы в будущем добавлять несколько Telegram ботов, я его сюда переименую, в скобках напишу, соответственно, к какому боту он принадлежит. Нажимаю Save. Все, у нас процесс привязки, он произошел. То есть сейчас мы можем здесь выбрать своего Telegram-бота и уже начать с ним взаимодействовать и работать. То есть мы можем нажать Save, сохраним этот workflow пространство и можем протестировать, то есть этого Telegram-бота. Помните, мы им писали старт, и он никак не отреагировал. Сейчас мы ему напишем, например, слово тест, и он тоже никак не прореагировал, потому что он еще не до конца настроен. Но зато здесь мы можем увидеть, что данные уже начинают переходить нашего Telegram-бота. Смотрите, чтобы его протестировать, нам нужно деактивировать временно все остальные задачи. Нажимаем тест, и теперь в наш Telegram-бот пришел тот самый запрос, который мы писали, запрос тест. Мы можем увидеть, да, кто писал этот запрос. Ему писал запрос Игорь Зуевич. Что он писал? Он писал слово тест. Да, это приватный Telegram-бот. Когда это произошло? Точная дата. То есть здесь мы уже видим, что этот Telegram-бот уже получает от нас сообщение. Осталось только к нему подключить искусственный интеллект, для того, чтобы он отвечал согласно этому сообщению. Нажимаем «Активируем искусственный интеллект». Для того, чтобы наш искусственный интеллект работал, отвечал так, как нам необходимо, нам, во-первых, нужно сделать несколько вещей. Первое – это подключить сам искусственный интеллект, то есть саму модель. Какую мы будем модель использовать? Мы можем использовать OpenRouter, то есть это возможность подключить неограниченное количество моделей. Мы можем использовать OpenAI, то есть тот самый ChatGPT. В OpenRouter преимущество в том, что нам не нужно заморачиваться с платежами, с ключом API от разных сервисов. Я обычно его использую для того, чтобы оплатить, например, и Claude, и Perplexity, какие-то любые
другие искусственные интеллекты, для того, чтобы в каждый искусственный интеллект не заходить отдельно. Можем использовать китайский DeepSeek, здесь он тоже доступен. Можем использовать Grok от Илона Маска и X. Давайте я покажу на примере именно ChatGPT. Я выберу модель ChatGPT. Здесь стандартная модель выбрана, то есть 4O MIDI, она самая дешевая, самая простая. Единственное, здесь нам необходимо, соответственно, создать аккаунт в OpenAI. Что для этого необходимо сделать? Необходимо прописать тот самый API-ключ. API-ключ мы можем получить на сайте ChatGPT, то есть platform.openai.com, ввести create new key, ввести, например, это у меня отдельный проект, и выбрать, соответственно, к какому проекту он будет принадлежать. Нажимаем create new secret key, то есть создаем новый ключ, копируем этот ключ и добавляем его сюда. Здесь также можем прописать Organization ID, то есть ID нашей организации, но этим сейчас не будем заморачиваться. То есть все, написали, теперь у нас есть модель ChatGPT для нашего, соответственно, для нашего искусственного интеллекта. И смотрите, здесь уже мы можем выбрать большее количество моделей, которые мы хотим использовать. Даже ChatGPT 4.5, он тут же тоже здесь есть. Давайте я покажу на примере O4 Mini. Это самая дешевая, самая простая модель от ChatGPT. Нажимаем Save, и теперь наш ChatGPT уже может отвечать нам, то есть к нему уже подключен искусственный интеллект, он работает на модели OpenAI Chat Model, и единственное, нужно включить, соответственно, варианты ответа. Мы включаем, активируем варианты ответа. Здесь также необходимо нам привязать сейчас наш Telegram-бот. Обязательно важно, чтобы Telegram-бот был точно таким же, который мы указали здесь. То есть мы выбираем здесь Telegram-бот, у нас Telegram-бот выбран. И здесь необходимо будет сейчас прописать текст, который он будет отправлять. И чат ID, для того, чтобы он не отправлял именно конкретному пользователю конкретный текст. Смотрите, мы здесь протестировали слово тест. Мы можем сейчас протестировать этот элемент. Нажимаем play. Но система, видите, ругается. То есть он говорит, что здесь сейчас еще нет данных для того, чтобы он понял текст. Для того, чтобы он понял, что к нему приходит, то есть какой к нему запрос приходит, ему, нашему искусственному интеллекту, нужно прописать промпт, то есть кем он является, какие задачи он решает и как он должен, соответственно, эти задачи решать. Для этого необходимо здесь ввести System Message и прописать, соответственно, промпт. Давайте оставим стандартный промпт, хотя чем подробнее вы напишете здесь промпт, обязательно посмотрите, у меня на YouTube-канале должен быть уже видео подробное про создание промптов, для того, чтобы наш искусственный интеллект выполнял те задачи, которые, соответственно, нам необходимы. Но кроме промпта нам еще необходимо указать, что будет входить, то есть какие данные будут приходить в этот ChatGPT. Для этого мы выбираем Define Below, выбираем Prompt Use и выбираем вот этот вот запрос, где наше слово тест. Вот. Это будет приходить сюда именно запрос. Дальше он на основе этого запроса будет обрабатывать и отвечать так, как нам необходимо. Мы сейчас можем этот элемент протестировать. И смотрите, то есть мы прислали ему слово тест. И сейчас наша модель агента уже ответит нам согласно того, как он будет отвечать. Смотрите, здравствуйте, как я могу вам помочь? То есть он на основе промпта, что он AI-ассистент, уже понимает, что ему необходимо отвечать вот таким вот образом. И он ответил, здравствуйте, как я могу вам помочь? Хорошо, смотрите, у нас система уже здесь загорелась зеленым. Но единственное, наш Telegram-бот, он так никакого ответа нам не выдал, потому что его необходимо сейчас настроить. То есть мы настроили, что это тот же Telegram-бот. Единственное, нам необходимо дать ответ. Telegram-ответ мы выдаем в качестве выхода, то есть что ответил AI-агент, такой и будет ответ, соответственно, от нашему пользователю. Здравствуйте, как я могу вам помочь? Такой будет ответ. Единственное, необходимо еще указать чат ID. Для этого мы также берем и вставляем сюда, соответственно, номер чат ID. Теперь система понимает, что нужно ответить и кому нужно ответить. Мы нажимаем тест. И посмотрите, сейчас, если мы перейдем в Telegram, то мы увидим, что он нам написал: здравствуйте, как я могу вам помочь? То есть он сейчас дал нам ответ
на наш вопрос-тест. Для того, чтобы посмотреть, как полностью все это работает, мы еще раз нажимаем тест workflow и давайте ему уже зададим какой-то вопрос. Мы его спросим: привет, что ты умеешь делать? И смотрим, как он сейчас готовится к ответу и отправляет, соответственно, нам ответ. Включаем Telegram, и он нам рассказывает, что я могу помочь с различными задачами, такие как, и перечисляет, соответственно, список задач, которые он нам ответил. Но смотрите, здесь есть такое сообщение: with message was sent автоматические сервисы N8N. Мне, например, не нравится, я не хочу рекламировать сервис N8N с помощью этого сообщения. Как отключить вот это вот сообщение? Для этого мы переходим в наш workflow пространство, переходим в раздел с ответом, то есть что идет в качестве ответа. И здесь необходимо добавить фильтр и включить вот это вот, отключить вот эту вот штуку. То есть сейчас, после того, как мы ее отключили, после того, как мы ее сохраним, и давайте протестируем, сейчас мы уже не, то есть мы должны уже не получать то самое сообщение, вот этот вот. И смотрите, да, вот он ответил, и здесь уже нет этого сообщения. То есть мы убрали вот эту вот рекламу и убрали вот это бесящее сообщение. Смотрите, да, уже ответ выглядит более-менее прилично. Следующим этапом, что нам нужно сделать? Кроме текстовых сообщений, наш AI Telegram бот должен принимать, наверное, и голосовые сообщения. То есть, смотрите, если я нажму тест workflow и попытаюсь ему сейчас что-то сказать голосом: привет, ты можешь ответить на мое сообщение, которое я тебе сейчас отправляю голосом? И смотрите, сейчас система сломалась, то есть система не понимает наше голосовое сообщение. Для того, чтобы наш Telegram-бот, умный и Telegram-бот, принимал как текстовые, так и голосовые сообщения, нужно, соответственно, настроить прием этих голосовых сообщений. Что мы делаем? Мы здесь добавляем еще один элемент. Элемент будет называться switch, то есть это словно разделитель, да, вот он будет делить типы сообщений, будет делить голосовые сообщения и текстовые сообщения. Значит, здесь у нас, пока давайте не будем его трогать, вот так вот выглядит этот switch, и нам необходимо сделать как бы два выхода для этого свитча. То есть мы здесь выбираем выход, переименовываем этот выход и выбираем вот второй элемент, тоже это будет выход. То есть мы прописали, что это будет выход, и это будет выход. Здесь прописываем, что это будет текстовые сообщения, то есть будут приходить текстовые сообщения, здесь будут приходить голосовые сообщения. Значит, в качестве текстовых сообщений мы сейчас не видим пока текстовые сообщения, но у нас здесь появились голосовые сообщения, то есть то, что мы ему отправили. Все голосовые сообщения в Telegram приходят именно в формате файла. То есть мы, когда записываем голосовое сообщение, у нас оно приходит в формате файла. Значит, мы должны вот эти вот данные, файл ID, перенести просто вот сюда. То есть сейчас система будет понимать, что когда приходит ей запрос в формате файла, то это голосовое сообщение. То есть мы здесь поставили условие, что это теперь он понимает, что это голосовое сообщение. Ну и, конечно, текстовое сообщение. Нам необходимо также проверить. Для этого мы нажимаем здесь play и пишем сюда, соответственно, какое-нибудь текстовое сообщение, для того, чтобы он понял, что это, соответственно, текстовое сообщение. Так вот ему отправим. Нажмем play, и вот наше текстовое сообщение сейчас должно прийти. Да? Так, текстовое сообщение. Так, нет, давайте вот сейчас нажмем play, и теперь текстовое сообщение должно прийти. Но он еще не понимает. Вот эту систему нужно пока деактивировать, да, чтобы она не мешала дальнейшему процессу. Деактивируем. И еще раз нажмем тест, еще раз пришлем этот самый текст, который нам необходимо отправить. И сейчас мы здесь увидим вместо, видите, голосового сообщения у нас пришло текстовое сообщение, и мы этот текст, соответственно, отправляем сюда. Все, сейчас система сама будет понимать, когда к нему приходит голосовое сообщение, когда приходит текстовое сообщение. Но голосовое сообщение, в отличие от текстового сообщения, его нужно отработать. То есть его нужно предварительно обработать. То есть нужно его, во-первых, расшифровать, во-вторых, перевести в текст и только после этого отправить AI-агенту. Как это делается? Мы добавляем сюда в разделе Voice следующий элемент. Мы добавляем сюда Telegram.
Telegram и добавляем сюда get a file, то есть получить файл, который мы прислали именно с Telegram. Здесь пока ничего не прописываем, оставляем все как есть и единственное выбираем свой Telegram аккаунт, который мы сюда привязали. Хорошо, Telegram. И теперь нам необходимо этот файл расшифровать. Расшифровывать мы будем его через Whisper от ChatGPT. Здесь у него есть Whisper от ChatGPT, один из самых простых способов расшифровать, соответственно, текстовые сообщения. Голосовое сообщение в текст. Мы нажимаем транскрибация и запись. И теперь у нас наш Whisper от ChatGPT, выбираем тот же аккаунт OpenAI, будет расшифровывать наши текстовые сообщения. Дальше, для того, чтобы наш AI-агент не запутался, мы создаем еще один элемент. Мы его создаем здесь. Называется он вот, Edit Files. И пока здесь оставляем все как есть, он будет как бы следующим этапом для перевода данных нашему AI-агенту. И закольцовываем, то есть подключаем сюда наш Whisper. Все, нажимаем сохранить и теперь давайте проверим. То есть мы проверим, наверное, сначала текстовое сообщение, потом проверим голосовое сообщение. Значит, мы сюда прислали текст. Дальше посмотрим, как этот switch будет определять и понимать, действительно ли это текст. Да, он определил и понял, что это текст, и передал его следующей ноде. Следующая нода, следующий узел, это как раз прием. Здесь мы выбираем этот самый текст и добавляем, соответственно, его сюда. Это первый элемент. Первый элемент, который приходит именно с текстовым сообщением. Нажимаем тест, и он отлично отправляет текстовое сообщение дальше. Но так как у нас дальше деактивирован процесс, мы его пока оставляем. Дальше нам необходимо настроить голосовые сообщения. Мы нажимаем еще раз здесь тест и сюда записываем голосовое сообщение. Пока тоже деактивируем, чтобы он не мешал. Нажимаем тест. Привет, расскажи, что ты умеешь делать. И смотрите, он передает эти данные сюда. Мы можем также проверить. И смотрите, сейчас он уже понял, что это именно голосовое сообщение и отправил их сюда. Здесь мы можем уже активировать этот элемент. Единственное, нам нужно добавить вот этот вот файл ID. То есть я еще раз говорю, что все голосовые сообщения в Telegram, они приходят в виде файла. Для этого нам необходимо найти switch и найти тот самый файл, который он будет передавать. Он в разделе Voice находится, и вот он файл ID. Мы его просто копируем сюда, и все. То есть теперь система понимает, что это голосовое сообщение. И это голосовое сообщение нужно дальше передать. Голосовое сообщение от Telegram. Мы нажимаем тест. И он передает это голосовое сообщение уже системе Whisper. Здесь тоже нажмем тест, чтобы посмотреть, то есть он показывает, да, какой файл к нему пришел. И вот наша фраза: «Привет, расскажи, что ты умеешь делать». То есть он ее сейчас обработал, отработал и готов отправить дальше. А дальше он отправляет в этот же Edit Files. Мы создаем один Edit Files для того, чтобы не перегружать нашу систему. Нам здесь достаточно просто найти вот этот вот ответ от OpenAI и просто его сюда добавить таким образом. Нажимаем тест, и все, у нас пришло сообщение: «Привет, расскажи, что ты умеешь делать». Только что мы это сказали, и теперь он готов эти данные передавать. Сейчас нам необходимо ввести еще небольшие здесь корректировки. Нам необходимо убрать вот этот вот промпт, потому что мы будем отправлять не текстовое только сообщение, а голосовые текстовые сообщения. Поэтому мы этот элемент убираем и добавляем просто от edit файла текст. Все. Теперь у нас наш бот готов. Давайте его активируем. Да, активируем. Теперь он может принимать как голосовые, так и текстовые сообщения и отвечать, соответственно, нам так, как нам необходимо. Давайте его активируем и зададим ему сначала вопрос голосом. Нажимаем тест workflow, полностью пространство протестируем и скажем ему что-нибудь. «Привет, ты мой голосовой помощник, и мне нужна от тебя помощь. Поможешь?» Можем успеть, если... Да, смотрите, как он готовится, и все, и он, по идее, нам сейчас ответил. «Привет, конечно, я здесь, чтобы помочь тебе. Что у тебя на уме?» То есть он принял мое сообщение текстовое и ответил мне, соответственно, уже исходя из того, что я ему надиктовал. Мы можем ему написать словами: «Привет, мне нужно помочь». Извините, в голову сейчас ничего
другого не выходит, но мы можем его, например, спросить, выполнить какие-то задачи. Хорошо, сейчас мы видим, что система поняла, что это текстовые сообщения и прислала, соответственно, Telegram ответ. Все, то есть у нас и текстовые, и голосовые сообщения он сейчас принимает. Но смотрите, давайте сделаем так, чтобы он имитировал какое-то действие. Например, да, визуально привлекательно, когда наш AI-продавец будет как будто бы что-то набирать, соответственно, вручную. Для этого мы добавляем специальную ноду в сервис N8N перед этими сообщениями. То есть мы сюда добавляем дополнительную ноду, которая будет имитировать какие-то действия. Мы выбираем Telegram. И здесь есть такая нода, такой узел называется Send Chat Actions. Вот. Это имитация имитация как бы действия. Какие виды имитации здесь есть? Здесь, значит, есть виды имитации. Во-первых, это запись, то есть как будто бы он сейчас что-то как бы печатает. Это аудио, то есть как будто бы он сейчас что-то записывает на аудио. Это загрузка фото, как будто он загружает фото, загружает видео, загружает кружочек, да, видеонот, загружает кружочек. То есть мы выбираем либо записывает аудио, записывает видео. То есть мы выбираем имитацию какого-то действия, которое он сейчас как будто бы будет выполнять. Мы выбираем тупинг. Давайте самое простое. То есть самое простое это печать, наверное, самое такое популярное. Как будто он что-то печатает для того, чтобы нам дать ответ. Единственное, сюда еще нужно ввести чат ID. То есть мы выбираем этот чат ID, также его копируем сюда. Все, то есть у нас сейчас появляется настроенное действие, то есть как будто бы он сейчас копирует, печатает. Давайте проверим его. Нажимаем тест workflow, переходим сюда и пишем ему, да, привет, мне нужно помочь. И вот здесь сейчас он начинает действие печати. Я не знаю, у меня возьмется экран или нет. То есть как будто бы сейчас показывается, что он как будто бы печатает. Как будто бы печатает для того, чтобы дать мне ответ. Но смотрите, система где-то остановилась, то есть где-то возникла ошибка. Здесь мы не видим, да, где возникла ошибка. Мы видим, что данные пришли здесь, он имитацию печати показывал, а дальше он не отправил данные уже непосредственно в дальнейшем боту. Почему это произошло? Когда мы добавляем какую-то дополнительную ноду, то, скорее всего, следующая нода, она будет сбита, нужно ее подправить. То есть мы здесь выбираем, мы можем посмотреть, да, на каком этапе какая произошла ошибка. Для этого мы переходим в раздел настройки. И видим, что здесь, то есть все наши действия, которые мы выполняли, здесь они отображаются. И здесь показано, да, на каком этапе произошла ошибка. Можем посмотреть, да, почему произошла ошибка. То есть в режиме отладки, наверное, так его лучше назвать, мы можем увидеть ту самую ошибку. Но мы видим, что данные дошли до сюда, но не передались дальше. Почему? Потому что тот текст, который мы ему писали, он уже стал неактуальным. То есть необходимо заново отправить текст, потому что мы добавили дополнительную ноду. И у нас данные, они сейчас немножко видоизменились. То есть у нас появился дополнительный триггер. И теперь, да, вот он данные как бы без проблем передаст дальше. И эта нода заработает. Но также необходимо и подкорректировать вывод голосового сообщения. То есть, когда мы добавляем какую-то дополнительную ноду, нам необходимо отладить все предыдущие ноды, потому что без этого могут возникать ошибки. Давайте проверим еще раз. Привет, мне нужно помочь. Вот. И видим, что опять пришли данные в switch, но не отправились дальше, потому что у нас эта передача, она тоже немножко сломалась. Мы ее убираем и добавляем вот здесь вот тот самый voice file ID. Все, теперь он может отправить данные дальше. Все. Сейчас у нас, в принципе, да, все настроено, все работает. Но для того, чтобы наш умный AI-агент был действительно умным, нам необходимо, чтобы он сохранял переписку, например, с нами. То есть он поддерживал с нами общение, поддерживал с нами диалог.
поддерживал дальнейшее взаимодействие с нами. Как это делается? С помощью памяти. То есть мы добавляем память нашему агенту. Для этого мы выбираем Simple Memory. И теперь у нашего агента память. Мы можем написать, какая память должна быть, то есть сколько сообщений он должен хранить. Но не забывайте, чем больше у него будет память, тем дороже будет его ответ, потому что он будет сохранять данные переписки с большим количеством людей. Все, нажимаем Save, и теперь у нас, в принципе, наш AI-агент готов. Но здесь есть еще одна штука. То есть мы можем сюда добавить ограничения на нашего AI-агента. Например, это ваши AI-помощники. Для того, чтобы другие люди не использовали вашего AI-помощника, мы можем прописать, чтобы только мы пользовались нашим AI-помощником. Для этого необходимо в самом начале добавить фильтр. Фильтр, который будет фильтровать тех пользователей, которые пишут этому помощнику. Как это делается? Делается с помощью ноды if. То есть он будет распознавать, если ему пишет как бы владелец, либо определенный круг лиц которым доступен он, соответственно, будет им отвечать. Если это будут люди, которые не должны иметь к ним доступ. Например, я снимаю много видео со своими AI-помощниками, и я вижу часто, что моих AI-помощников начинают использовать другие люди. Для того, чтобы ограничить, соответственно, доступ, мы должны поставить, соответственно, ноду if. Здесь прописать следующее. То есть он должен понимать, кто это пишет, username. И здесь прописать, соответственно, название своего юзернейма. То есть это, если пишет этот человек, то, соответственно, ты можешь дальше работать и взаимодействовать. Если это будет писать какой-то другой человек, то, соответственно, ты не можешь ему отвечать, ты не можешь ему давать ответ. Можно написать здесь какое-нибудь сообщение, будет выходить: извините, у вас там нет доступа к этому AI-боту. Но я в качестве примера здесь оставлю таким образом. То есть все. Для меня этот бот будет работать. Теперь, соответственно, он будет проверять, и если это действительно я, то он, соответственно, мне будет дальше давать ответ и отвечать мне. Вот таким вот образом мы строим своего AI Telegram-бота через сервис N8N. Как вы видели, мы не использовали ни одну единицу кода, мы просто перетаскивали разные элементы. И мне вот этим нравится сервис N8N, что здесь можно без знаний кода создавать своих AI-продавцов, ассистентов, помощников, да кого угодно. То есть различные шаблоны. А еще большое преимущество, что мы можем любой шаблон сервиса N8N, который кто-то разработал до нас, например, у нас есть большое количество шаблонов, которые вы можете использовать для решения своих задач, для решения тех задач, которые вам необходимо решить. Для создания контента, для продавцов, для консультантов, для специалистов службы поддержки. То есть все это вы можете здесь настроить. Все ссылки находятся под этим видео. Обязательно переходите и получайте доступ. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, посмотрите другие видео, которые есть на этом YouTube канале. У нас есть целый плейлист, посвященный обучающим видео с сервиса N8N. Скачивайте наши шаблоны. Пока!